Ладно, короче, я делал шапку и все. Частично шапка на голове. Он репетировал. Можешь не перебивать? Франк Мюллер. Спонсор нашей передачи. Был бы, если бы смотрел YouTube. А так как не смотрит, а может, кстати, кто-то и смотрит. Вот, надо написать. Че, история такая, пока не забыл. Поздоровайся со зрителями. Смотрите нас, друзья. Ужинали в ресторане в Дубае. И выходили из ресторана, а на пороге так скромно сидел дядечка. Ждал такси. А потом впоследствии, значит, выяснилось, что это хозяин бренда Шапар сидел, прикинь. Ну что же, друзья, 11-й выпуск. Крипта для чайника. Глотнул бороды чуть-чуть. Кошку сожрал на этой работе. И это 11-й выпуск. А что Снегурочка делает? Не пи***т. Я могу анекдот про Деда Мороза и Снегурочку рассказать. Расскажи, Снегурочка, где была? Где ж ты, шалава, шлялась по ночам? Глеб, нас могут и дети смотреть. А, могут и дети смотреть. Забить на то, что написано 18+, и смотреть. Короче, Дед Мороз и Снегурочка ходят по домам к детям. Заходит первый день в первый дом, там выходит парень, он говорит, расскажи стих. Он там рассказал стих, они, а вот тебе и подарочек, вот этим голосом, как Вова только что. Дарит подарок, все, родители говорят, может, пройдемте в комнату по писюрику, и как бы зашли, выпили по 50, заходят в следующую квартиру, там выходит девочка, спой нам песенку. Девочка, ха-ха, песенка, спела песенку. Те говорят, а вот тебе подарочек. А родители говорят, ну, в комнату пройдемте, раз, по 50 выпили, все. 28-я квартира. Дед Мороз со Снегуркой просто, а мне просто в хламине уже заходят. Да. А выходит такой мальчик, ну, как бы стеснительный, выходит. И Дед Мороз говорит, мальчик, расскажи стишок. Я не знаю стишка. Спой песенку. Я не знаю песенки. Слушай, ну ты хоть свисти. Я не умею свистеть. Ну это же так просто. Мне кажется, Глеб рассказал свою историю с детства. Вот поэтому я не верю в Деда Мороза, понимаете? Я не знаю, видно ли это в камеру, но Снегурочка-то лопоухая. Чу, кто-то спешит к вам в гости! Кто же это спешит к нам? О-хо-хо! Заморские кушанья будут! Хо-хо-хо! Что это, Мишка? Йогурт со льдом. А что это? Ну что же, мы начинаем. 11. Тут один я показываю. Впервые для истории крипты для чайников вопросы, часть из них, вам будут задавать зрители из зала. Поэтому те наши зрители, у кого есть вопросы, пройдите к микрофону. В смысле, это как в КВН сейчас будет на разминке, получается? Наша постоянная рубрика «Разминка». Что нужно сделать монете, чтобы ее залистили на биржу? Ну, как бы, во-первых, уже звучит так, как будто монета одушевленный предмет. Надо сделать проекту. Все очень просто. Надо иметь деньги. Все, что нужно сделать монете. Ну и команду. Зачем? Командочку. Зачем? Что, Вот ни разу не видел проектов без команды? Надо с кого-то деньги собрать. Не обязательно. А листинг на WhiteBit упростили. Просто платишь, и ты там. Многие же проекты представляют себе историю как. Залистился ты на какой-нибудь большой бирже, например, Coinbase, и по-любому тебя начнут покупать. Вот, поэтому, конечно же, для того, чтобы проект имел экономическую целесообразность, должен быть организован мощный маркетинг, должна быть команда, которая будет этот проект поддерживать, там, в том числе в разработке, в саппорте и так далее. Но глобально, с точки зрения залиститься, для этого проекту нужно иметь только деньги, как правило. Вот. Многие биржи, как бы, да, там, уважающие себя площадки, как, например, WhiteBit, проводят оценку проекта, который листится. На сегодняшний день нет очень жестких отраслевых стандартов,
то не совсем понятно, каким образом, да, там, провести полную оценку проекта. Аудит, да. Полный аудит. Что это за компания, откуда она, кто конечные бенефициары, понимает, да, там, суть проекта и так далее, и представляет себе там в том или ином виде, по крайней мере, да, будет ли токеномика этого проекта, да, там, жить и работать. Вот. Но в любом случае, положа руку на сердце, нужно сказать, что те проекты, которые приходят и листятся за деньги, те проекты, которые не находятся в топ-50 там, мировых рейтингов, да, там, на основании независимых площадок типа CoinGecko или CoinMarketCap, это стартапы. И, соответственно, к инвестированию в стартапы нужно относиться соответствующим образом. То есть осторожно, не продавать свою жизнь и части тела на черном рынке для того, чтобы вложиться. Потому что это стартап, и, соответственно, как вы понимаете сами прекрасно, что-то может произойти. А некоторые посуточно продают свою жизнь и потом вкладывают в стартапы. А почему мы листинг посуточно не продаем? Кстати, нормальная идея. Нормальная идея. Мне чисто на 2 дня. Но ERC-шки можно. Спасибо за вопрос. Как вы оцениваете перспективу реализации токенизированных акций в принципе в мире и в частности на WhiteBit? Оцениваем положительно, и думаю, что у этого есть большое будущее. Глеб об этом говорит уже 3 года. Да. А я же говорил. Я же говорил. Нет, токенизация сектора реальной экономики — это реальное, я думаю, будущее объединение крипты. Тебе не кажется, что ты сказал 2 раза реально, а это тавтология? Реально. Или ты как бы усилил? Я усилил. Токенизация акций, я думаю, это достаточно сложный процесс. Что если акции будут токенизированы, то, соответственно, будет возможность у пользователя эти акции вывести из оборота в том числе, да? И, соответственно, если это будет происходить в достаточно большом масштабе, помимо всех тех факторов, которые влияют на сегодняшний день на рынке с точки зрения, да, там, роста цены актива, будет добавляться еще искусственный дефицит, который будет создаваться пользователями, которые выводят акции из оборота на холодное хранение. Вот. И, соответственно, это будет создавать определенный прецедент с точки зрения дополнительной точки риска. Поэтому, что касается акций, я думаю, что это не в обозримом будущем, да? Вот. А что касается токенизации сектора реальной экономики, мне кажется, совсем скоро это будет работать повсеместно. А буквально недавно общался с ребятами, вот, которые, да, там, активно работают на рынке земли. Вот. И как мы знаем, на сегодняшний день в Украине открылся рынок земли. Это дело не получило никакого хода с точки зрения того, что рынок открылся, торговли нет. То есть на сегодняшний день освоен 0,1% из тех лотов, которые открылись. Этот сектор, например, да, и землю непосредственно можно было бы токенизировать. Человек, у которого нет возможности, например, приобрести там 10 гектар или 50 гектар, сможет совершенно спокойно купить земли на там 3000 гривен, например. Ну, щепотку земли. Вот. И получать в процентном соотношении тот же доход, который имеет там человек, у которого 100 гектар. Просто в равной пропорции будут распределяться доходы от сдачи земли в аренду или от создания там на этой земле какой-то добавленной стоимости в виде пшеницы, я не знаю, там, или каких-то других. А помимо того, что стоимость земли вообще в принципе будет расти, по предварительным оценкам в разных странах с момента открытия рынка земли стоимость земли выросла в среднем в 10-12 раз. То есть надо вкладываться. Билл Гейтс уже начал вкладываться в землю. В украинскую землю? Не, в принципе. А потому что ему выкупает. Кличко уже давно сказал, что пора готовиться к земле. Да, вкладывать в землю нужно в рамках диверсификации собственного портфеля. Потому что инвестиция в землю, как бы, да, как и инвестиция в недвижимость, это достаточно высокорисковая история, особенно в наших широтах. В наших, да. Да, в наших широтах, да. Вот. Но опять же, ты же понимаешь, что ты говоришь в наших, да. Но неизвестно, что завтра будет в Швейцарии. Слушай, ну в Лондоне обрушилось же на 50%. Когда ты бесишься с жиру, как бы это имеет другие последствия, как бы. Ты просто ожиреваешь. Ты просто как бы, ты просто в какой-то момент можешь начать революцию просто потому, что революция. Хочу еще спросить, какие активы... Мы же договаривались. Ну, так вышло. Какие активы помимо криптовалют вы бы рассматривали для инвестиций сейчас и почему? А помимо земли. В ёлки я был. Опять же, я, например, придерживаюсь такой точки зрения, что фиатный портфель, да, там диверсифицирован должен быть там несколькими валютами там развивающихся стран. Австралия, Швейцария. Украина, Россия, Беларусь. Орео только что съел одну печенюшку. А с молочком окунул так. Чпом. Это раз. Второе, соответственно, конечно же, это криптовалюты. Это, возможно, акции каких-то технологичных компаний. Теслы?
Я думаю, что Тесле, кстати, будет пиздец. Я бы шортил их акции. Это не финансовая рекомендация, но я думаю, что этот пузырь очень сильно раздут в рамках того, что нам это все упаковали как конфетку в рамках борьбы за экологию. Но на самом деле производство электромобилей совершенно не экологично. Производство электромобилей значительно более пагубно влияет на окружающую среду, чем производство автомобилей, и в том числе выбросы этих автомобилей с бензиновым двигателем. Особенно в рамках того, что на сегодняшний день технологии пришли к Евро-6, это всевозможные гибридные силовые установки. Вот. Ну и, соответственно, я плавно подошел к еще одному инструменту диверсификации. Это раритетные автомобили, например, для меня. Этот рынок на сегодняшний день, с точки зрения инвестиций в реальном секторе экономики, показывает один из наибольших темпов роста. И лимитированный алкоголь. Если я не ошибаюсь, за последние 5 лет в среднем стоимость определенного портфеля в уважаемых, так скажем, кругах автолюбителей выросла на 480%. За сколько? За 5 лет. Поэтому я для себя рассматриваю это. Но почему? Потому что я в этом разбираюсь. В рамках моего хобби я постоянно изучаю информацию и, соответственно, инвестирую, опять же, разделяя портфель, инвестируя в какие-то штуки, какие-то автомобили. Я понимаю, как это работает, как они будут расти в цене, за счет чего они будут расти в цене. И, соответственно, могу себе позволить сделать это на какую-то часть. То есть москвич не надо покупать и ждать, что он Я к вырастет. чему это говорю? К тому, что, мне кажется, так или иначе, нужно понимать предмет инвестирования. Вот, то есть просто от балды встрявать куда-то просто потому, что тебе так сказали, это не совсем правомочно. Не только зрителями в зале полнятся наши фанаты, но и онлайн. Сейчас предлагаю вам прокомментить комментарии. А зачем, я не понимаю, зачем Глеба нерожденных детей мне под нос запихнули это? Посмотри, вроде бы ничего так. Почему лед не в презервативах? Вопрос задаешь? Давайте следующий вопрос от нашего подписчика. А ну-ка, давай-ка. Настойчиво обновляю страницу в ожидании выхода видео про падение битка. Могли бы вы прокомментировать сложившуюся ситуацию? Ну, упал и упал, это коррекция, в смысле. То есть, когда он был 10 тысяч, никого не волновало. А сейчас он с 60 упал на 50, падение. Я думаю, что аптренд закончился. То есть мы теперь на медведей переходим? Мы уже давно перешли, если что. Напоминаю, в Гагарин-шоу нет никаких торговых рекомендаций. Никаких. Не, конечно нет. Можете в лонг смело становиться. Мужики, а чё б вам с Балашовым не замутить крипток-шоу? Ай У да! чувака свой криптообменник, да и сам до мозга костей либерторианец Можно я только скажу? откинулся под 500 в 4 раза больше вашего. Смотри, Валера, не пиши комментарий на крысу, пожалуйста. Солодовник, я тебя прошу. Вы как-то аффилированы, вы знаете друг друга, да? Валера. Я не знаю никакого Валеру. Знаешь. Я не знаю никакого Валеру, Глеб. Мы не знаем никакого Валеру. Какой же ты лопух. У нас скоро будет выпуск с сумасшедшими? Андреем Анистратом. Это будет очень интересный выпуск, я считаю. У нас будет и выпуск с очень успешным трейдером во вторник. Пу-пу-пушечки. А это интересненько. Разберем паттерны. Трушковский останется в истории. Они сидят командочкой. Так, ребят, смотрите, 2 секундочки. Это короткий митинг на тему моего приезда. Да, короткий митинг на тему моего приезда на Гагарин-шоу. Смотрите, давайте так. Краткие тезисы, по которым есть возможность меня конкретно и нас, соответственно, разъебать. Итак, давайте по полочкам. Что такое рентабельность? Что такое маржа? Что такое расходы на ведение хозяйственной деятельности? Также нам нужно подготовить бэкграунд, в рамках которого мы покажем, что мы помогаем детям, старикам и всем обездоленным, которые, в принципе, есть у нас на районе. Так, дальше. Зерна от плевел. Раз. Изучить второе слово. Я не знаю, что такое плевел, поэтому спрошу следующий вопрос.
А следующий вопрос адресован Глебу. Как вам такая идея, Глеб? В следующем выпуске разыграть 300 доги среди подписчиков Отсоси у тракториста. если такие имеются. И спасибо Давай. за этот вопрос Глебу. Сука, пух съешь, мой. Вопрос, а в чем конкурс будет заключаться? Подождите, лучшего вы людям из тракториста. Бийска раздавали бабки просто так? Почему трактористы не могут их просто Конкурс так получить? на лучшее фото с трактором получит 300 Не, доги. давай более интересно. Давай, смотри, у нас как бы юзается активно вот это вот, да, 300 отсоси хуй тракториста. Давай, может быть, подписчики придумают подобное на другую цифру. На 200. От 200. Отсосем вместе. Блядь, педагог включился. Ой, а ты все о своем, да, о своем. Ну что, будет конкурс или в пизду? Да, лучшее фото с трактором. Все, 300 Глеб, доги. главное жюри. Тайм-коды ставил слепой, глухой или голос ведущего за кадром. Уважаемый Иван Сирый, иди нахуй. Следующий комментарий. Шоу без Даши, как порно без дрочки. Почему она ушла? Не доебать. У меня с Дашей ничего не было, я не знаю, с кем там, что там происходило. У меня тоже. Кто сказал, угу, получает 300 доги? Да не, ну что, ты даже кунилингу, к сожалению, не сделал. Ну, куни это не считается ж. Это, можно сказать, теплый летний дождь. Красное вино. Когда месячные, в смысле? Можно не раскрывать смысл шутки, она на это и шутка, как бы. Да? Ну, конечно. А вдруг Вова не Или ты поясняешь каждый раз, с чего смеяться в анекдоте. Есть такие люди. Ну вы точно не Comedy Club. Они еще хуже. Не, ну это как бы, это приятно. Ну как можно Глебу не задавать двусложные вопросы, потому что у него чуть-чуть мигрень начинается. А при чем здесь Comedy Club? Кто-то заскулил в зале. Зачем нужны кошельки, если можно хранить на бирже? Какой кошелек вы могли бы посоветовать? На бирже не нужно хранить. На бирже нужно держать те активы, которые вы планируете использовать. Либо осуществлять какую-то торговую деятельность с Либо этими стейкинг. активами. Либо, допустим, есть какие-то монеты, которые, да, там, вы готовы, там, или тезер, например, да, там, какой-то стейблкоин, который вы периодически выводите на свою карточку для того, чтобы, например, там, купить продукты, там, или еще что-то там рассчитаться. Тогда, конечно же, вот эта часть ваших активов находится на бирже. Потому что надо понимать, что в моменты всплеска волатильности мемпул очень сильно загружается, и, соответственно, у вас может не получиться быстро отправить транзакцию для того, чтобы осуществить сделку. На холодном кошельке нужно хранить те активы, которые вы покупаете в долгую, с которыми не собираетесь проводить каких-либо операций среднесрочных или краткосрочных. Использовать лучше всего сложно сказать, у каждого свое. Вот, можно выгрузить, в принципе, все транзакции на жесткий диск и как бы и использовать совершенно спокойно жесткий диск. Мне удобнее всего использовать Trezor. Использую его. Первый кошелек, который я начал использовать в крипте, это Мью. И все, что я делаю с какими-то транзакциями, переводами и так далее, это тоже Мью, потому что там реально удобно. Я тоже использую, на самом деле. Ну, так а что ты Я без шуток, причем уже, наверное, 5 лет. 5 лет, да. Ну, а Глеб 5 лет, я меньше, да. Один из доверенных и понятных кошельков, с которыми можно работать. Вот реально понятно. Понятных, да. Я в техподдержку не обращался ни разу, потому что там, сука, все понятно. Но при этом Красиво. там и поддержка Но при этом она очень там есть. понятная, и к тому же на русском языке. Как вы относитесь к тому, что монеты хранятся только в кошельке пользователя? Это безопасно и удобно. Мало того, насколько я понимаю, можно же коннектить его с дексами всевозможными и так далее. С чем угодно. Чем угодно, И с да. Трезором в том числе, Да. кстати. Нам заплатили деньги за рекламу, но Но один это... важный момент. Мы говорим о Мью не только потому, что они нам заплатили деньги. Без никаких лишних лестных слов могу сказать, что я очень уважительно отношусь к этим ребятам. Когда я узнал о том, что они обратились к нам, чтобы мы рассказали о них. Это очень приятно. Да, это было, во-первых, супер приятно, да, потому что эта компания, эти ребята уже очень много лет занимаются своим продуктом, развивают его, масштабируются. Насколько мне известно, там около 200 миллионов пользователей на сегодняшний день. Это охренеть какой показатель. Поэтому не в рамках даже рекламы, а просто от души конкретно могу сказать, что это проверенный и доверенный кошелек.
То есть то, чем они гордятся, несложность и надежность, это Да, правда у них. это реально И факт. это факт, это В так и таком есть. случае, дорогие подписчики, чтобы скачать приложение MuWallet, переходите по ссылке в описании. На самом деле, действительно, очень много рекламных предложений приходит, ну, так, чтобы не соврать, но до 10 в неделю приходит сейчас, разных, вот. И мы только лишь дважды за всю историю нашей передачи делали рекламную интеграцию. Один раз это было с ребятами Currency, и вот сейчас мы говорим про Miser Wallet. И как бы это те вещи, за которые действительно не стыдно. И пришло время объявить победителей розыгрышей. Победителем конкурса из 48-го выпуска становится Стэн Ви за самый точный ответ. Для получения подарка обратитесь в директ инстаграма Гагарин Шоу. А также был еще один конкурс на 1000 доги из 9-го выпуска «Крипты для чайников». Был вопрос следующий. Кто, по вашей версии, может выступать владельцем определенного момента? Сотни ответов пришло Классно. на этот вопрос. И кто же победитель? Пришли действительно сотни ответов. Это первое. Второе, что хочется отметить, это то, что мне было безумно приятно, что нас смотрят люди осознанные, глубокомысленные. Нам Что нам? было приятно. Мне приятно. Вот. Спасибо. Настолько подготовились ребята, настолько развернули тему. Один из ребят, которые писали в комментариях, написал, что типа такие комментарии — это уже успех. И он получает 300 доги. Я перечитал абсолютно все комментарии. На некоторые комментарии дал ответ. На самом деле, когда мы в выпуске затронули эту ситуацию с моментом, я закладывал в это несколько иной смысл. То есть я не хотел разобраться с тем, кто юридически владеет моментом, да? А больше это был посыл про то, что наш мир сходит с ума потихонечку, да, и мы уже продаем моменты. И, соответственно, вот мне понравилось, что ребята ворвались в комментарии и описали вот этот процесс владения моментом с юридической точки зрения. Но ведь сколько есть прекрасных моментов еще в параллели, да, где нету, допустим, НБА там, и так далее. Там момент рождения ребенка. Первый раз в первый класс. Первый раз в первый класс, первая пиздина. В другом смысле. Вот все идет в метаверс, все идет в NFT, и скоро будет продаваться совершенно все. И вот моя мысль пошла в сторону того, что вот насколько страшное время на самом деле мы идем, что вот вообще все вокруг будет оцифровано и продано. И даже момент, который является сокровенным, тоже будет продан. Но мне понравилось, как вы приняли этот вопрос. Мы сейчас застолбим количество комментариев, которое есть у нас под выпуском, чтобы мы зафиксировали сейчас количество. 327 комментариев. Я хочу наградить 1000 доги всех комментаторов, которые написали более 300 знаков в комментарии. Ты что, ебаться? Мне настолько понравились ответы ребят, что все, кто не развернули ответ, да, так широко, так или иначе прокомментировав в рамках этого конкурса, оставив комментарий под выпуском, всех наградить мерчем Гагарин Шоу. Все, кто оставили комментарий для участия в конкурсе. Все, кто писали комментарии под этим выпуском, и те, у кого до 300 знаков в сообщении в комментарии, пишите в директ Гагарин Шоу и получите, пожалуйста, утешительный приз в виде... в смысле утешительный? Это где доги, Сука, где я футбол. не получал, блядь, он тут сидит, раздает. Глеб за 6 на носки не заработал, а тут просто тишка отлетает именно. Просто летит. У меня футболки нет, ни хера. Нет футболки, ни одной. И это правда. Все те, что я тебе подарил, не в счет. А надо писать комментарии под выпусками Гагарин Шоу. А я пишу, блядь. Глеб, ты пишешь «да», «ха-ха» и смайлик. Давай почитаем, может быть. Давай почитаем. Давай почитаем. А давай. Смотрите следующий выпуск «Крипты для чайников», где мы будем читать комментарии Глеба. Да мне вообще... Да! Мне вообще все похер. Соколы, блядь, ёбали Киев Баскет. Ребята, вы не понимаете. У них бюджет в 8 раз больше, чем мы. Нет, вру. В 6.
Я, кстати, к слову, тебе хочу сказать, что некоторые платформы, наши конкуренты, имея значительно большие бюджеты на разработку и развитие технологий, как выясняется, отстают от нас по очень большому количеству параметров. А То есть, почему? если бы биржи выбирали, как, например, iPhone, точнее, не как iPhone, как смартфон, вот раньше, помнишь, было 65 тысяч цветов, 1,3 мегапикселя камера, 1,8, 2. Да, это смешно. Чтобы ты понимал, скорость выгрузки страницы трейда у нас в 3 раза быстрее, чем у Coinbase. И то это когда мы лежим. Глеб, А потому что мы не лежим. вы можете Глеба вырезать из передачи просто? Имелось в виду, что когда мы вообще просто на Просто здесь сигарете... сделать графические джунгли, и за них голос какой-то. Ну, еще один голос свыше, все. Просто когда мы на сигарете, мы и так в 3 раза быстрее. Вот посыл. Глеб, какой. нельзя в Ютубе про сигареты говорить. Когда мы сидим на Чили, Заканчиваем эту передачу. Чили это страна, а мы на Все, Чили. кончайте. Как вы и просили, Володька. Ну съешь ложечку для наших подписчиков. Фу, нет, братан, не надо, я тебя прошу. Просим. А я Это просил. надо съесть? Если ты не голубой, съешь-ка черпачок другой. Фу, ты опять про пи***ков, ну? Нам в комментариях, кстати, написали под последним выпуском шоу «Голубых». На самом деле, ребят, вот все, кто пишут, что мы голубые. Я женат, у меня 2 детей. Глеб, поверьте мне, такое количество женщин видел, которое вы даже в кино не видели. Даже если вы Я пересмотрите... женат, алло, успокойся, блин, ну вдруг она посмотрит. И к тому же он женат! Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии, даже гневные. Это все равно помогает нам продвигать наш контент в массы. Только объясните, почему вам не нравится. Чего? Мне достаточно фу. Ну, типа, всё. Или рвоту просто пришлите свою в коробке. Под одним из выпусков в комментарии написал человек, что типа, как-то он так написал, вот этот выпуск не очень. И я понимаю, что он пересмотрел все выпуски, то есть он наш подписчик, наш Прикинь. родненький, и этот выпуск ему реально просто не зашел. Я ему поставил грустные смайлики. Я тоже в трауре, братан. Не знаю, как моя жизнь после этого выпуска сложится, но мне тоже больно. We are on the same page. On the same page, On the gotcha, same page. gotcha, Gotcha. Спасибо, друзья. Будьте с нами.